Self Omnibus, я Александрил, и сегодня я продолжаю играть в Outer Wilds. Так, и как видите, я все-таки нашел доказательства своих слов, так сказать. Сейчас даже историю расскажу, как я искал и всему подобное. Только я тут где-то кое-что потерял на наушник тут. Вот она, ага, нашел. Такая вот, типа, шура или, короче, мишура на микрофон. Ща. Ага, вот так вот. Блин, я чуть даже начало стрима не пропустил в 6. Я смотрю, 6:00, блин, срочно стрим запускать. Так вот, да, как видите, это сплитскрин, так сказать. Принт-скрин, да. Вот. Естественно, я, когда чистил компьютер, у меня все удалилось. Поэтому я не нашел. Но на телефоне я нашел фотографию все-таки. Была у меня такой небольшая чисто фотка, так вырезанная там с кое-какими достижениями тоже. Вот. Я думаю, ну ладно, хотя бы ее, да, в доказательство своих слов, так сказать. У меня всего буквально 4 достижения, тоже 0,1%. Это вот так. Как бы это все показать сейчас? Сейчас, подожди, что-нибудь придумаем. Так, фото. Где оно тут? У меня просто, как бы сказать, трансляция не с самого окна, а просто фотографии. И я на ней ничего, походу, не могу показывать, да? В общем, на обычной фотографии телефона качество плохое, но видно, получается, как вот этот малый фильтр э, по Цельсию вот этот, огненные стрелы, теория плоского камелька. Вот эти 4 достижения у меня тут на телефоне 0,1% показывает. Думаю, ну давай хотя бы их покажу. Вот. И у меня есть такой чат чисто для меня. Так и называется для меня, собственно говоря. Я хотел, ну, у меня на телефоне я хотел выложить, здесь на компьютере скачать. Вот. И я понял, я пролистал. И оказывается, я сохранил хотя бы вот эту фотку. Вот. И здесь видно как раз-таки, что 0,1%, 0,1%, 0,1, 0,1, 0,1. Везде 0,1%. Собственно говоря, да. Я получал их, как сказать, самым первым. Или, по крайней мере, среди первых. Но здесь, да, здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14. Собственно говоря, все достижения золотые. И все достижения по 0,1%. Вот. Я этим, так сказать, очень горжусь. Тем, что я смог самым первым забрать все эти достижения. А, как понятно, серфинг это самое сложное достижение. Я тоже его получил самым первым. Да, честно говоря, вызвало очень много проблем это достижение, но я все-таки смог его получить. Так что доказательства моих слов есть. А теперь начнем играть в игру. И да, я зачем-то на видео включил, чтобы Steam показывался. Получение достижений, хотя они у меня все получены, не знаю, зачем я это включил. Я просто случайно, когда перенастраивал это видео на эту игру, я случайно увидел, что можно, оказывается, включить. Если бы я знал просто, что такое возможно еще на прошлой игре, но я заранее ее включил, чтобы потом не забыть. Вот.
Что ж, сегодня мы наконец полетим в космос. А пока я сейчас подумаю, ничего ли я не забыл случайно. Так вот, я, наверное, уже говорил, я, в общем, после того, как еще получил ачивки, я начал еще скупать карточки. И прикол в том, что из-за выхода DLC карточки начали дорожать. И это, конечно, жопа была полная с карточками. Одну вообще там загнали по такой цене. Блин, мне пришлось еще неделю ждать, пока это все упадет. Я прям каждый день заходил, проверял, упала ли цена. Ну и в итоге, да, я еще получал, вот, как на фотке-то видно, что коллекция карточек пока ноль вообще. То есть вот эти 3 карты получены, и все. Собственно говоря, да, я их начал скупать уже после того, как прошел игру. И поэтому я считаю, что я прошел игру на 150%. Помимо достижений, я еще и все карточки скупил. У меня теперь есть значок обычный 5-го уровня и еще железный значок. У него один только уровень, почему-то, не знаю. Так, сейчас все лишнее закрою, чтобы не лагало. Так. Ну, что могу, выключу, типа, медиагет, там вся фигня вот эта. Хотя они ничего не делают, но мало ли просто занимают, так сказать, место. Что ж, продолжить экспедицию. Кстати, а теперь даже FPS видно. В принципе, да, не зря включил этот Steam. Теперь вы тоже видите вот FPS в левом верхнем углу. И мне даже не нужно говорить, сколько FPS, вы сами можете все увидеть, собственно говоря. Так, я вроде там со всеми поговорил. Поэтому смысла как такового снова со всеми разговаривать уже и нету. Только вот, типа, все говорят, мы придем, типа, посмотреть на запуск ракеты. Типа, я тут, никто не приходит, все на своих местах. Хотя, в принципе, и мы оттуда видно, как я полечу, ладно. Уху! Собственно говоря, да, от падения ты умираешь. И поэтому есть как бы... Точно! Я подумал как раз-таки, что если я зайду с другого аккаунта и просто разрешу себе как бы играть в эту игру на другом аккаунте. Там же у меня как бы этих... ачивок же нету. Вот, там же ачивок как бы нету. И подумал, зайду просто с другого аккаунта. Не буду покупать, я именно разрешу себе игру, играть в эту игру. И буду вместе с вами, так сказать, получать, не знаю с кем. Но просто, так сказать, на стрим получать ачивки. Ну, типа, сегодня еще просто поиграю. Подумаю. Потому что смысл мне рассказать, если я действительно смогу. Не, просто я не знаю, может я и не смогу, потому что, не знаю, некоторые игры можно играть
разрешать играть другому аккаунту. А некоторые нет. Почему-то. А это, я как понимаю, спутник тот. Где он там? Ага. Собственно говоря, эти стрелочки показывают, куда лучше лететь, чтобы прилететь к нему. Потому что, так сказать, на опережение нужно лететь. А, 13 километров, и двигаемся мы со скоростью... Да, где-то 1000 километров. Собственно говоря, да, если останавливаюсь, скорость-то не уменьшается моя. Поэтому мне заранее нужно начинать тормозить. Иначе я просто перелечу. Да. Я все еще торможу. Я даже сейчас вот вперед лечу, нажимаю вперед. То есть я все, вот если сейчас ничего не нажимаю, я все еще продолжаю движение, поэтому нужно как-то заранее свою скорость. Вот, да, ну, вот, да, такое частенько происходит. Так сказать, скорость соотнесена теперь. Да. И теперь я выхожу. Сейчас я в скафандре, я могу просто хоп, вот так. И упасть, ладно. Что ж, да, почему бы нет? Собственно говоря, здесь вот, например, есть запись какая-то. Раз-раз, докладывает Габро. Проверяю спутник Солнца на предмет неполадок по запросу нашего центра управления полетами. Видишь, Роговик, от меня тоже есть польза. Если так подумать, хорошо быть спутником. Паришь себе в темноте, наслаждаешься тишиной, смотришь на далекие звезды. Наверное, спать тут тоже очень удобно. Ха-ха, сразу зевать потянуло. Сразу зевать потянуло. Так о чем я? Точно, линза. Ну что, дружок, давай посмотрим, что с тобой не так. Роговик, тут вроде все в порядке. Пыли и царапины на линзе нет, да и сам спутник не искрит и не пытается взорваться. Видимо, с оборудованием все в порядке. Слышишь, дружок, ты в прекрасной форме, работай дальше и не ломайся. Так, на R же нужно нажать. Так. Сейчас посмотрим тут. Все-таки какая-то вроде поломка есть. Собственно говоря, да, здесь он еще и градусы показывает мне. Ну да, вроде ничего такого нет, но... Ну ладно. Я должен был получить новую, да, получается, запись? Так, не то. Режим слухов. Нет, да? Вроде ничего нового нет. Ну что ж. Просто запись нашли, ладно. И я хотел как раз-таки первым делом найти, собственно говоря, Габро. Поэтому придется сейчас двигаться к той планете. Да уж. Здесь всего лишь какие-то километры отделяют планеты друг от друга. Планеты прям очень маленькие. Вот прям. Маленькие такие. Думаю, можно уже начать снижать.
Снижай, пожалуйста. Нет, снижайся, снижайся. Я сейчас врежусь. Я сейчас врежусь прям на всей скорости. Ух ты ж, ё! О, а вот и он. Только вот, кажется, эти штормы сейчас к нему приближаются, да? А, или уже отдаляются. Ладно тогда. А, точно, я же могу вращать камеру. Вот, собственно говоря, и Габра. Кстати, да, вот эти кристаллы говорят, что... Там этот... Да, он просто лежит. И сейчас покажу здесь, в чем прикол. Кстати, а никак нельзя отключить, чтобы мне каждый раз там что-то этой фигни не говорили. Сказки? Ладно, фиг с ним. Игра. Как включить, типа, чтобы во время диалогов я не застывал на месте? При разговоре, вот. Да, здесь прикол в том... Блин, это самому, в общем, нужно увидеть. Давайте пока начнем говорить с ним. О, это ты. Хорошо, что ты в порядке. Первый самостоятельный полет — это всегда круто. Слушай, не хочу тебя пугать, но в последнее время постоянно умираю. Все это довольно странно. Ага. А ты как? Не доводилось недавно умирать? Доводилось. Мы во временной петле. Время и правда странно себя ведет. Да, твоя теория все объясняет, ну что ж. Видишь, такой поворот тебя не пугает. А какая теория была у тебя? Мне тоже казалось, что со временем происходит что-то непонятное. Но мысль о форме времени... О, там вон остров проплывает мимо. Забавная планетка, в общем. Мысль о форме времени мне в голову не приходила. Петля — подходящий термин. Будем называть это петлей. Похоже, никто, кроме нас, не замечает искривления времени. Роговик до сих пор думает, что мой вопрос «тебе не приходилось умирать» был метафорическим. Даже если рассказать о временной петле, в следующем цикле придется рассказывать заново. Роговик как-то не замечает, что все повторяется. И вот странность. Каждый раз вижу все воспоминания из прошлой временной петли, когда умираю. Это наверняка связано с той большой статуей Намаи, которая была на одном из островов. Стоило мне на нее посмотреть, как она открыла глаза и начала светиться. Она воспроизвела мои воспоминания точь-в-точь, как когда я умираю. Статуя в музее среагировала на меня так же. Серьезно? Наверное, благодаря статуям Намаи мы осознаем, что попали во временную петлю. Нет, статуи нет памяти о полете. Нет статуи, нет памяти о петле. Буду пока придерживаться этой теории. Узнаешь что-нибудь еще о статуях и временной петле, расскажи, я буду тут. Ладно, это все может и подождать. Еще один остров мимо проплывает. У тебя же первый одиночный полет, ну типа того. Давай лучше о тебе поговорим. Хочу рассказать, что мне встретилось. Да пока ничего. Что ты тут делаешь? Бери выше, что все мы тут делаем. Ладно, шучу, я исследую нашу Солнечную систему.
В общем... ладно, я попозже сейчас расскажу. Солнечную систему, как и ты. Знаешь, космос дает простор для размышлений. Тут так тихо и спокойно. Ну, большую часть времени иногда приходит смерч, сметает мой маленький уютный островок. Тогда становится не так спокойно. Вот! И кажется, сейчас я что-то слышу. Что ж, давайте подождем немного. Приземлиться, приземлиться. А ему вообще все посрать. Мы в космосе. А ему посрать. В общем, именно поэтому... мой самый любимый здесь персонаж. Мы падаем. А он в дудку. Как будто бы ничего и не было. В общем, да, смерчи поднимает этот островок в воздух глубоко, далеко в космос. Потом он на всей скорости падает. А он продолжает лежать, как будто бы ничего не замечает. Собственно говоря. Тебе бывало такое, что долго смотришь на смерч, он начинает тебя гипнотизировать? Точно тебе говорю, если слишком долго глядеть, можно впасть в транс. Тихо, говорит, ты спокойно тут. Ну да. Что можно исследовать на гиганте пустыне? Может, тебе будет интересно в начале каждой петли. Я вижу, что в небе какую-то яркую вспышку, собственно говоря, да, мы то же самое начинаем. Наверное, что-то происходит на орбите планеты. Что еще? Что еще? Могу рассказать об острове Статуи. Я его так называю, потому что это остров, на котором нашлась статуя Намая, смекаешь? Там на пляже со мной и случилась вся эта история со свечением. Хороший пляж, между прочим. Ставлю ему 7 из 10 по шкале отдыха Габро. Если интересно, остров Статуи — это тот, что соединяется каменной аркой двумя другими островами. Ну, почти соединяется. Увидишь. Что с этой планетой? Да, вообще, я тоже в шоке. А ты хочешь узнать о ней больше? Ну что ж. Пучина гиганта здоровенная и в основном покрыта водой. Тут все понятно. В океане есть сильное течение, которое не дает погрузиться глубже, собственно говоря. Честно говоря, не представляю, как с ним справиться. Есть вроде как раз, два, три варианта. Суши здесь туго. Я знаю 4 острова, включая этот. На одном из них, прямо на пляже, мне попалась статуя Намая. Про смерчи, наверное, знаешь, их сложно проглядеть. Они поднимают в воздух все, что задевает, даже острова. Если они поднимут тебя, постарайся приземлиться в воду. Так больше шансов выжить. Где твой корабль? Хороший вопрос. Он точно где-то на этой планете. Ну, если смерч не унесет его в космос. Вот это был бы номер. Надеюсь, ему не одиноко. Так, а теперь, чтобы не тратить, собственно говоря, время, мы на этот прикол посмотрели. Собственно говоря, да. Полный пофигист. Он должен был научить меня чему-то. Да, я еще. Ладно, расскажи, если что-нибудь интересно, ты знаешь меня где найти, да-да-да. Я не уверен, но он должен меня был кое-чему научить. Возможно, это будет после чего-то. Может, несколько раз нужно умереть.
Да, давайте пока исследуем хотя бы этот остров. Здесь также можно пожарить зефирок, заправить реактивный ранец, задремать могу. И все, вроде здесь больше ничего нет. Да. А еще... Могу пройти чуть дальше. Стоп, нет. Меня же ведь не подняло в воздух, пока я не замечал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Срочно на борт. Сейчас должно поднять воздух. Ух ты ж, ёмана. А вот такого происходить не должно. Нет, серьезно. Чё за бред? Такого быть не должно. Ау. А ну пошел отсюда. Сигнал тревоги. Ну, собственно говоря, мой корабль уничтожен. Да я чувствую, что тоже сейчас буду уничтожен. Почему это происходит, не пойму. Что происходит? Меня больше даже не интересует. Да, блин. Что за бесовщина происходит? Не, ну серьезно. Ну лучше уж так. Такого происходить не должно вообще. Типа, видно, что баг. Они просто в друг друга соскальзывают. Проскальзывают сквозь друг друга.
сколько я в прошлый раз играл, никогда такого не было. Вот, да. Собственно говоря, об этом же я и Габра и говорим. Что все начинается с разрушения корабля вон той штукой. Что это такое, мы выясним. Да, давайте теперь, наверное, на Луну съездим. В общем, да, придется так летать по всяким планетам и исследовать тайны, что происходит вообще вокруг. Давайте заскочим теперь на Террикон. Да, пробел это скорости соотносить, окей. Где бы он ни был. Вот он. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ага, вижу. А ну стоять. Почему на Террикон? Это самая маленькая планета. Ее легче всего исследовать полностью. Обнаружен неопознанный сигнал. Да-да, попозже. Ну давай. Сигнал распознан. Давайте-ка мы... Нет, немножко не то, так. Блин, отвернул, чтобы смотреть вниз. И планета исчезла, да блин. Ладно. Также обнаружен запас кислорода где-то. Ну, собственно говоря, да, здесь деревья, здесь есть кислород. Логично. Давай поговорим. О, привет. Центр управления полетами не говорил, что ты отправишься в космос. Давно не виделись. Если так подумать, со мной уже давно никто не видится. Другие путешественники не заглядывают. Когда наши корабли были попроще и часто нуждались в ремонте, на лунном аванпосте кипела жизнь. Сейчас тут просто надо следить, чтобы ничего не случилось. Кремень иногда заглядывает. От Габра я ничего не жду. А что, Рибик? Я думает о бесцельных полетах. Ты и так знаешь. Что? Габра я ничего и не жду. А Рибик думает о бесцельных полетах. Ты и так знаешь. Не уходи. Ой, в смысле, можешь еще вопрос есть? Тут, наверное, одиноко. Чуть-чуть. У меня есть связь с центром управления полетами. Чаще всего там сидят Роговик и Жила, которые иногда со мной связываются. А когда они при мне забывают, что случается довольно часто, я отправляю своего маленького разведчика в деревню. А про тебя забывают. Ты шпионишь за ними. Я их и не виню, в конце концов, новостей у меня немного, поэтому я связываюсь с ними не так часто, как другие путешественники. Тут не так уж плохо, по крайней мере, тихо и спокойно. В нашей Солнечной системе таких мест раз-два и обчелся. А в нашей деревне тем более. Это ты насвистываешь? Наверное. То есть, да, наверняка у других путешественников есть инструменты, так что им ни к чему свистеть. Кстати, их музыку можно засечь сигналоскопом. Блин, наверное, надо было и Габру сигналоскопом обследовать, нет? Или я обследовал? Лучше всего это делать на Северном полюсе. Там отличная связь. Северный полюс отмечен красным на твоей мини-карте. Вообще-то Террикон довольно маленькая луна. Просто иди на север, не заблудишься. Что это за место? Очень смешно. Погоди, ты сейчас не шутишь, это даже грустно.
Ох, добро пожаловать на лунный аванпост, на котором, в смысле лунный, терриконный аванпост. Террикон — это спутник вашей планеты. Луна — это спутник Земли. Кстати, тоже небольшая просто маленькая планета, спутник. Луна — это Луна. Да, почему-то многие путают. Судя по всему, даже перестали рассказывать начинающим космонавтам. Когда покорители древнего космоса только появились, путешественники постоянно залетали сюда, чтобы чинить оборудование. Тогда корабли были не чета нынешним. Иначе говоря, они часто разваливались еще чаще, чем сейчас. Благодаря посту путешественникам не так часто надо было садиться и взлетать в деревне. Это заметно уменьшило число пожаров. Сейчас тут нет никого, кроме меня. Сижу себе, выращиваю рассаду с камелька, слежу за обстановкой. Мергель передает привет. Наверное, только Мергель помнит, что я здесь. Надо будет слетать, встретиться как-нибудь. Открою тебе секрет. Я иногда посылаю своему маленькому разведчику убедиться, что Мергель не творит глупостей. Думаю, без меня-то большое дерево уже давно пошло на растопку. Загляну позже. Борт-журнал обновлен. Есть ли что-нибудь... Кислородный ранец можно заправить. Есть ли что-нибудь тут еще? Вроде ничего нового не вижу. Типа каких-то борт-журналов, что-то подобное. Ну-ка, давай, здесь есть что-нибудь? Только запасы еды. Здесь тоже ничего нет. Что ж, придется тогда путешествовать. Ага. О, что-то нашел, например, да? Ну что, вы нашли, не нашли? Че, не видно, да? Сложно найти? Че, прям вообще, да, сложно найти? Ну ладно, не буду вас заставлять. Давай на это хотя бы покажите. Это солнце. Ну, логично. Дальше вода. Где он? Ага, вон он. Что это? Дальше пустота, или как он называется? Да, вон он. Все, больше ни на что показывать-то и не может. Окей. Давайте спустимся. Обнаружен запас кислорода. Ага. Воспроизведи запись. Ух, ничего себе, ничего себе! Видеть эти руины своими глазами совсем не то же, что на чужих фотографиях. Похоже, они очень старые. Это лучший день моей жизни. Так, ладно, надо рассказать обо всем, как полагается. Обнаружен
некий локатор на Майе. Он может указывать на разные планеты, что довольно круто. Но, судя по надписям, его построили для поисков чего-то конкретного. Не знаю наверняка, его еще нужно обнаружить. Еще обнаружилось упоминание Южного полюса пустотной сферы. Слетать туда, чтобы узнать больше. Да, надо возвращаться к кораблю и лететь дальше. Совершенно не опасно. Почти. О, бескрайний космос. Давайте сначала прочитаем это. Перевести. Я тестировал локатор сигналов Ока. Он слышал сигнал от Солнца, пучины гиганта и пустотной сферы. Однако, когда я спросил локатор сигналов Ока отследить сигнал Ока, происходило что-то странное. Указатель бешено вращался и нигде не останавливался. Собственно говоря, мы это уже видели. И да, это Ока. Я поняла, вероятно, я неправильно настроила локатор. Мы с Дерезой, моей ученицей, пробуем внести изменения и повторить эксперимент. Так, а первое это Калеус Осмунда. Новые данные. К нашему большому разочарованию все настройки были верны. Мне печально это признавать, друзья, но похоже, что локатор не способен обнаружить сигнал Ока. Если мы хотим найти Око Вселенной, нам нужно более чувствительное устройство. Значит, мы его создадим. Не теряй надежды. Касава. Наш план прибыл сюда именно потому, что искал Ока. Мы так легко не сдадимся. Любопытный результат. Возможно, Ока перестало испускать сигналы. Треста. Касава. Треста. Борт журнал обновлен. И еще мы узнаем способность вставлять. Собственно говоря, и читать. Короче, все эти имена интересные. Не вижу смысла читать, потому что лично я их точно все не запомню. Их тут этих имен дофига и больше. Где следует конструировать новый, более сложный локатор. Он может оказаться больше, чем наш нынешний локатор сигналов Ока. Аноны и те, кто застрял на части угля, сконцентрировали там локатор квантовой луны. Но им очень мешает жар солнца. Лучше выбрать одну из других планет. На южном леднике пустотной сферы достаточно места. Я могу построить для этого локатора отдельное здание. Значит, будем конструировать на леднике. Полагаю, юному Послену это понравится. Око всегда очень интересовалось его, хоть он и родился уже после крушения. Решено. Я отправляюсь на южный полюс пустотной сферы. Это был как раз таки южный пояс Луны. Не улетай так далеко, ты чё? Давайте отправимся на Северный полюс. И что-то увидим здесь. Ну, естественно, не Луны, а спутника. Но так, по крайней мере, легче называть, чем Террикон. Пускай это будет пока что Луна. Вот. И это, кажется, не фонарик, а как раз-таки то, что позволяет нам нормально ходить, нет? Или нет? Ладно, так.
Экскер. Журнал Сигналоскопа. День 48. До сих пор не слышно банджо с пустотной сферы. Надеюсь, Рибик в порядке. Наверное, все хорошо, но я ускорюсь только когда услышу музыку. День 51. Весь день слушаю, как играет кремень. К слову, профи и жила должны уже от кого-то узнать, но на снимках маленького разведчика их заигрывание очевидно. Сегодня я наконец-то слышно. Банжа. Кажется, Рибик в порядке. Что с беспечностью? Я же волнуюсь. Сегодня слышно что-то странное. Наверное, мне показалось. Нет, сегодня я тоже слышу. С камелька идет странный звук. Я понимаю, что это безумие, но с камелька слышится гармошка, на которой играет шпат. При том, что шпат неизвестно где. Это невозможно. Звук по-прежнему идет. Это жутко. Может, сигналоскоп сломался? Надо спросить, что думает Гнейс. Собственно говоря, да. Шпат же его, да, зовут? Много. Да. Вашего, говорит, шпата и тут, и там. Мгм. Давайте-ка мы, наверное, на... издалека вот так. О, смотрите, да? Обратная сторона Луны. Кстати говоря, ну-ка. Хочу кое-что показать. Смотрите, если я попытаюсь на эту квантовую луну залететь, она исчезнет. Представляете? А? И довольно забавно, что она появилась близко, но... Ну-ка. Оп, она еще раз исчезла. Это довольно забавный факт. Если я сейчас, конечно... Так, но сначала, знаете что? Я хочу еще кое-что. Вот. И, кстати, я могу как-то... Нет, я могу... В общем... Как... Вот. Могу, да, не включать нижнюю камеру, чтобы приземляться лучше. Так. У нас тут два интересных, так сказать, события. Во-первых, флаг. И больше ничего нет. И, собственно говоря, корабль, на котором кто-то прилетел. Ну, возможно, он как... Правда, он выглядит каким-то железным, что ли. Это вроде как отсылка, что ли, на... Короче, на что-то отсылка. У нас затмение.
И, кстати, замечаем, что солнце уже начинает потихоньку краснеть. Да, просто хотел вот здесь посмотреть. Это чужак, что ли? Чужой. Или как там его? Так, где у нас там дыра-то была? Здесь? Так, ну, по крайней мере, здесь нету... радиации. Это хорошо. Здесь есть какой-то лед. Ну, выглядит, по крайней мере, как лед. Его можно было бы вполне себе растопить. Ветеранец, кирка и запись. Кремень. Исследовательские заметки. Это старый кратер. Что интересно, химический состав почвы в его дна совпадает с составом льда на орбите черного терновника. Могу предположить, что в Террикон врезался осколок планеты, которая была там, где сейчас черный терновник. Более того, допускаю, что фрагменты планеты, уничтоженные черным терновником, можно найти и на других небесных телах в нашей Солнечной системе. Интересно. Здесь больше ничего нет интересного. Ну, вроде нет. Что ж, полетели тогда обратно на свою родную планету. Ее можно исследовать. Где она? Знать бы еще, где она. Ага, вот она. Собственно говоря, да, давайте исследуем дым. Что происходит? Так. Ага, и мы кого-то видим. И, собственно говоря, да, опять этот же лед. И кусок терновника. Ты кто? Тиктит. Как жизнь? Мне казалось, ты сегодня... Кстати, вот он, без ноги. Мы как раз это говорили вот тому пацану, да, который камни бросался. Ты сегодня летишь в космос в своей жестянке. Почему ты еще тут? Что здесь... Что я здесь делаю? Вроде как что-то упало на мой маленький разведчик. Прислал какие-то настораживающие снимки. Мне захотелось глянуть лично. И что упало? Это что, семя черного терновника? Думаешь? На камельке таких семян отродясь не было, так что твоя догадка, скорее всего, верна. Она уже успела пустить корни. Точно могу сказать, что эта штука мне не нравится. Мергель и Гал живы с ней разберутся. Надо поскорее их позвать. Если кто-то знает, как избавляться от растений, так это дровосеки. Но Мергеля я-то помню, кто такой Гал.
Только сначала я посмотрю, что там внутри, прежде чем выкорчевать этот сорняк. Надо убедиться, что он не опасен. Туф принес сюда старый пускатель разведчиков. Отверстие слишком маленькое, чтобы пролезть. Ну и вообще трогать эту мерзость я не собираюсь. Так можно и без рук остаться. Журнал обновлен. Так, там вроде ничего нету, да? Ну ладно, давайте для начала прямо в середину запустим. И посмотрим, что здесь вообще есть. Да, какие-то фотографии. Делал снимок задней с камеры. Какая-то вот гигантская рыба. И еще какое-то внутри нее тоже семя похожее. И если буквально смотреться в квадре, там вот что-то пиксель движется. Деревья, и возможно это что-то интересное. Что ж, попробуем запустить камеру с другой стороны. Поменять ли это что-то? Я поменьше буду делать снимков, потом мне уже рука болит. Это ничего не меняет. Если я запущу какой-нибудь с этой стороны, то будет то же самое, да? Да. Выходит он с одной и той же стороны. Однако давайте я, наверное, кое-что попробую сейчас. Пофоткать с другой стороны. Нет, смотри-ка, хоть что-то поменялось. Да, смотрите, там чей-то лагерь. Огонь горит. Ну, наверное, уже можно было догадаться, чей, конечно. Не, смотрите, что-то меняется, если сразу... Ну-ка. Просто, да, там пустота. Окей. Жалко, если я зажму. Ой. Кстати, да, смотрите, под разными углами запускается все-таки. Действительно, что-то меняется, если... В общем, да, что-то мы видим, а что непонятно. Ты хочешь сказать, что изнутри семя больше, чем снаружи? Его так легко не разрушить. Как вообще можно убрать то, чему не хватает совести оставаться одного размера? Наверное, надо взять еще один топор или несколько. Тут все развратило. Мне так нравится этот кратер. Поганый. Мой сигналоскоп засек внутри звуки губной гармошки. Внутри семьи. Не знаю, что и сказать, если память не изменяет. На губной гармошке играет только Шпат, но Шпат давно не с нами. Слушай, только не рассказывай об этом всем подряд. Если у семьи обнаружится музыкальный талант, Гнейс ни за что не даст его убрать. Оно точно не с камелька. Мои ноги исходили весь камелек, а мои глаза увидели все, что на нем есть. Возможно, даже больше, чем все. И ничего подобного тут нет. Ну, собственно говоря, камелек не такой большой, действительно. Я считаю, что с черного терновника.
Главное, семя. Тут все разворотило. Мне так нравится. А, ну, нет, все нормально, окей. Вроде бы в этом кратере больше ничего и нету. Как такового не... И смысла вроде как больше ходить тут нету, да? Да. Тут ничего интересного больше нет. Полетели дальше. Ой, солнце уже красное. Ну-ка, давайте-ка я попробую, наверное, если получится сейчас вернусь в деревню и поговорю с тем. Скоро уже все взорвется, сейчас будет взрываться. Надеюсь, я хотя бы действительно успею до деревни добраться. Ага. Прежде чем все взорвется. Ага. Ну, тут скафандр остался дома, что ли? Окей, с ним я поговорить не могу, да? Ага, да. Это мне... Заиграла музыка, а значит сейчас будет взрыв. Ну-ка. Успею ли я на солнце прилететь, прежде чем оно взорвется? Типа сгореть в нем. Ну видно, да, что она уже все. Ага. За это вроде тоже ачивку дают. Сейчас попробую еще раз слетать к Габро. Потому что я все-таки хочу получить кое-что интересное. Сколько уже стрим? Кстати, час идет. Ну, не так много, окей. Ага. Ну-ка, секундочку. Ну, я просто на первом этаже живу. У меня тут под окном, кажется, кто-то орет. Не знаю, слышно ли это на записи. Есть также еще автопилот. Включите автопилот. Давайте попробуем на автопилоте до тут дойти. Не знаю, сможет ли он сам остановиться. Кстати говоря, вот эта взорванная станция. Ну, вроде как останавливается, но не уверен, насколько хорошо он, блин, останавливается. Ну, вроде пойдет так.
Да, неизвестно, смотрите. А, кстати говоря, да, можно еще под воду. Но туда я попасть не могу. Пока что. Дайте мы прямо вот здесь. И высадимся. Собственно говоря, да. Да, все, сигнал распознан, Габро. Привет, путешествие во времени, как тебе космос в нынешнем полете? А, в нынешней петле. Во, как ты сохраняешь спокойствие перед лицом неминуемой смерти? Просто он пофигист. Главное глубоко дышать. Нет, серьезно, я медитирую. Хочешь научу? Ты также не заметишь, как начнется новая петля. Давай, почему бы и нет? Тогда закрой глаза. Вот. Самая полезная вещь, которая может меня обучить. И все, новая петля. Никто другой меня ничему больше не обучит. Единственный, кто может чему-то обучить, это Габру и самые полезные вещи. Собственно говоря, да, мой любимый персонаж в этой игре. Это Габру. Почему бы, кстати, не слетать и на саму вот эту? Типа, слетать можно вообще куда угодно. В любом случае, что-то найдем. Что-то можем найти раньше, что-то позже. Можем действительно что-то узнать, что нужно будет только в конце, не знаю. Но в любом случае об этом даже Габра сказал, так что... Да, и автопилот. Так что давайте заскочим туда, посмотрим, что это такое. Может, там что-то даст узнать. Возможно, нужно только то, что нужно будет узнать под конец игры. Но кто знает, в конце концов, как я сказал, мы это начинаем с этой Габро, они говорит. Так что давайте заскочим сейчас сюда. Включить автопилот. Вот, мне нужно сюда. Да-да-да-да-да. У нас есть еще вот эти вот. Какие-то трубки есть, да? Ну-ка. Есть раз и есть... Два. Вроде ничего в них не вижу внутри. Так что давайте, наверное, к главному зданию двигаться. Смотрите, тут... О, вот тут, например, есть разбитое окно. Ну-ка. Давай-ка мы сейчас как-нибудь поближе развернемся. Как-то... Так. Борт журнал обновлен. Что-то есть здесь. Что-то... А это, если не ошибаюсь... Оп! Да, это у нас... Ага. Что-то есть. Это явно что-то не то. Это однерка. А мне здесь двойка, да, нужна? Здесь тоже двойка нужна. Там пол отключен. Здесь ничего нет. Ну да ладно. Давайте сюда попробуем сначала вставить.
Ага. Мальва, дорогая. Касава отправляет последние детали для пушки. Скоро относительно мы узнаем точное местоположение ока. А, Гравилат. Ксава сказал, что они с командой строительной базы установили максимальную мощность, которую нам ни в коем случае нельзя превышать. У меня мурашки по коже от мысли о том, что мы завершили труды наших предков. Понятно. Правильно ли я думаю, что мы проигнорируем это ограничение? Наши друзья понимали, с кем имеют дело, я предполагаю не обращать внимания на рекомендации. Если мы направим в орбитальную зондовую пушку ровно столько энергии, сколько она способна выдержать, вероятность найти око Вселенной повысится. Правильно. Зонд должен летать как можно дальше и как можно быстрее. Я изменю настройки. В общем, да, походу, эта станция чем-то выстрелила, и из-за этого и разрушилась. Так. Если сюда эту фигню. Ага. Это показывается другая комната. Ну-ка. Так, если я выйду... Ага. Просто другая комната показывается. Окей. Дальше. Представь себе Дереза. Модуль отслеживания зонда первым во Вселенной узнает координаты ока Вселенной. А ты будешь первый, кто их увидит. Это большая честь и большая ответственность. Ты ведь не подведешь, не подашь в орбитальную зондовую пушку больше энергии, чем нужно. Подала. Не бойся, моя осторожная подруга. Нам нужно запускать зонд лишь один раз. Кому я сделаю до того, что станет с орбитальной пушкой, зондовой пушкой? Мне есть дело, Мальва. Мне есть дело, потому что если сломается модуль отслеживания зонда, мы не сможем получить данные от самого зонда. Логично. Так. О, что-то интересное мы здесь видим. Стоп. Что это за место, интересно? Это не другая страна. Это прям какое-то место определенное. А где оно? Ну-ка, стоп. То есть... Есть же еще другие станции. Вот то, например, ну-ка. Каток куда указывал? Я думал... Ну-ка. Я думал, просто в другую часть указывает. Не, вот это да. Ух ты. Ну да. Собственно говоря, вот это указывало конкретно в другую часть. Так, ну-ка, и я могу, например... Ну или не могу, да? Да, здесь я не могу протиснуться. Поэтому придется выйти в открытый космос. Мой корабль прилетел, ясно. Что ж. Ну-ка. Давайте тогда сюда зайдем. Собственно говоря, да?
Да, такие шарики, кстати, двигаются за моими глазами. 3 минуты до истощения кислорода. Хорошо. Так, это у нас вторая, да? Ну-ка. Модуль запуска. Собственно говоря, мы оттуда пришли. Есть также модуль управления. Боже, журнал обновлен. О, воздух, шикарно, хорошо. Ага. Вот оно что. То есть оно меня переворачивает на другую сторону. Все, понял. Так, собственно говоря, да, ну-ка. Мы увидели... Да-да-да, это то место, которое я до этого посетил. Я это первый там оставил. Ладно. Давай почитаем второй журнал. Мальва, дорогая, Ксава отправляет последние детали для пушки. Скоро относительно мы узнаем точное местоположение Ока. Ксава сказала, что они с командой строительной базы устанавливают максимальную мощность, которую нам ни в коем случае нельзя превышать. У меня мурашки по коже от мысли о том, что мы завершим труды наших предшественников. Не знаю, почему, кстати, некоторые золотые, а некоторые синие. Возможно, у Мальвы золотые. Так, понятно, правильно ли я думаю, что мы проигнорируем это ограничение. Наши друзья понимали, с кем имеют дело. Я предполагаю не обращать внимания на рекомендации. Если мы направим в орбитальную зондовую пушку ровно столько энергии, сколько она способна выдержать, вероятность найти око Вселенной повысится. Правильно, зонд должен лететь как можно дальше и как можно быстрее. Я изменил настройки. Плюс у нас есть... собственно говоря, у нас есть вода. Водная планета. Ага, это место, собственно говоря, нас убило. Ну да, это показывает именно конкретно что-то здесь есть. И там цифра 1. Ну ладно. Что здесь почитать можно? У меня плохие новости, Гравилат. Милли говорит, что возникла проблема с источником энергии, а потому мы не будем стрелять из орбитальной зондовой пушки. Надеюсь, ты попытаешься вызвать мой смех, Ксава. Надеюсь, ты пытаешься вызвать мой смех, Ксава. Так. Увы, нет, Милли не уверен, что у этой проблемы есть решение, поэтому эксперимент с орбитальной зондовой пушкой придется приостановить. Скажи Дерези и Мальве, что они вернулись с пушки. Мы с супругой пока будем на строительной базе. Новые данные. Мы с Мальвой присоединимся к вам с Сидумом. Дереза отправляется к своему брату Вереску. Она боится, что он будет винить себя. Набор журнала обновлен. Здесь вроде больше ничего нет. Так, давайте-ка сейчас на ту сторону. И... собственно говоря, отсюда 9 минут 37 секунд назад оборудование, задействованного в проекте «Час пепла», поступил запрос на запуск зонда. Траектория запуска зонда выбрана случайно.
Гравитационное поле активировано. Траектория запуска выбрана. Гравитационное поле активировано. Вот журнал обновлен. Что ж, пошлите дальше. Да, выстрел, и все сломалось. Ага, и кстати, смотрите, один улетел куда-то. То есть у нас, получается, только два осталось. Один куда-то улетел. Орбитальная зондовая пушка получила повреждения. Работа модулей нарушена. Отслеживание зонда получает данные. Журнал «Запуск. Орбитальная зондовая пушка». Получен запрос на запуск. Зонд запущен. Данные орбитальная пушка получила повреждение. Работа модуля нарушена. Окей. Теперь понятно, почему третий нам показывался в каком-то необычном месте. Это... Отчет о повреждениях орбитальной зондовой пушки. Зафиксировано избыточное давление на конструкцию. Проводится оценка ущерба, нанесенного модулем. Модуль управления приступает. Повреждений нет. Модуль запуска приступает. Поврежден иллюминатор. Зафиксирована утечка кислорода из... Модуль отслеживания зонда отсутствует. Верни меня, ты чё? Нечаянно наступил. Ну, собственно говоря, да. Третьего модуля, я как понимаю, здесь нету сейчас. Ага. Модуль отслеживания зонда. Там ничего интересного нету. Ну, в любом случае, сейчас уже ничего сделать не могу. Мой корабль фиг знает где. Но я, знаете, что хочу узнать? Так. Где, во-первых, поврежденная эта фигня? Вот здесь, да? То, что мне интересно, так это... Да, топливо на исходе, окей. Собственно говоря, вот это вот мне интересно. Не знаю, будет ли показывать, если вот этот шарик тоже. Ага. Если вот этот шар тоже, допустим, в самом начале успеть его где-то здесь подобрать, прибежать, да? Его же здесь нету, да? Возможно, он где-то выскочил, этот шар. И прямо в открытый космос улетел. Я думаю, если бы успеть его подобрать и вернуть, то есть его обратно. Попробовать по этим модулям. Что-нибудь подскажет или нет? Да, для перемещения теперь используется кислородный баллон. Тогда все, медитация. И я хочу, ну-ка, попробовать сейчас быстро, очень быстро посмотреть, что там, успею, не успею я.
Конечно, он моментально взрывается, но не знаем, попробую успеть долететь. Хотя навряд ли, он моментально же там все делается. Как только я просыпаюсь, мне пока подняться. Когда лететь навряд ли, да, успею что-то. Вот, все, он взрывается, и прямо в данный момент уже вылетает этот шарик. Навряд ли уж я успею что-то сделать. Да, смотрите. Да, пока долечу. Все уже испарится. Здесь же не видно никаких поблизости шаров синих. Ну ладно. Да, скорее всего, уже упал куда-нибудь. Не видно здесь поблизости ничего подобного. Что ж, ну да. Чтобы, получается, узнать... что-то узнать, нужно, собственно говоря, проникнуть в третий шлюз. Он где-то на той планете. Но сейчас я, думаю, полечу на пустотную сферу, да. На Северный полюс, как и говорилось, там какая-то обсерватория есть. Ха. Да. И, кстати, мы что-то видим, еще есть вокруг Солнца что-то летает. Ага. Да, слушай, понял, что рядом есть какой-то объект. Я уже думал, он сейчас врежется. Что теперь мы спокойно можем лететь туда. Кстати говоря, на этой планете также есть секретка. Где она сейчас конкретно находится, я уже не знаю. Это прям нужны конкретные данные, так сказать. Ну, кстати, вот обсерватория. Давай, чё ты, давай на нее летим. Давай вот здесь приземлимся, да. Собственно говоря, вот обсерватория. Тут есть какой-то корабль. Какой-то чей-то корабль. Похожий на мой, только туда залезть нельзя. Че? А где лицо у него, не пойму. У него с двух сторон двигатель, что ли, или че? У него сверху голова. Да, и вот вход в эту обсерваторию. Что ж, ну пошлите. Я тут, получилось, корабль сел идеально, в том смысле, что корабль приземлился, а у меня не появилось новых травм. Чуть-чуть подлатать его, и будет как новенький. Я считаю, что это успех. Видать... увидеть это шпат. Смеху было бы совсем немного. Это хорошие новости. Есть и плохие. Входа внутрь что-то не видно. Теперь дверь сломана. Я, конечно, не профи в исследованиях. Но если бы тут был другой вход, он бы уже наверняка обнаружился, наверное. Здесь ловить нечего. Но есть еще подземные ходы. Надо пойти на север, к руинам
на экваторе. И искать вход там. Собственно говоря, да. Вход разрушен. И мне теперь придется искать обход. Да, внутри я ничего не вижу. Что ж, пойдем искать обход где-то, говорит, на экваторе, на севере, на экваторе. Допустим, где-то это экватор, и где-то здесь нужно искать вход. Вот он, да? Ой, кстати говоря, черная дыра. Теперь понятно название пустотная сфера. Так, что у нас здесь? Подобрать пустотная сфера, камень проекции. Ага. И как-то надо его отнести сюда, чтобы это прочитать. Но... в принципе, мы здесь можем прочитать. Я у шаттла. Я готов совершить свое первое паломничество на квантовую луну. Это потрясающе. Ты почти готова, однако тебе следует узнать еще одно правило. Зайди ко мне в башню квантовой истины. Башня находится на другой стороне пустотной сферы. Следуй на запад до перекрестка, и ты достигнешь башни. Спасибо за подсказку, Бадан. Скоро увидимся. Обновлял журнал. Так, здесь ничего интересного нет. Окей. Ага, скелеты на мае. И здесь можно зачем-то обратно подняться. Окей. Так, где-то выход еще есть какой-то. Ага, сюда и куда-то еще. Сюда. Перекресток. 350 метров к западу. А еще есть вот это место. И вот это вот. Так. Не приведен нам... Шаттл находится на квантовой луне. Притянуть шаттл. Активировать гравитационную пушку. Вот журнал обновлен. Да. Оп, и я могу его выкинуть. И да, здесь целые города, которые мне нужно будет исследовать. Перекресток 350 метров к западу.
А внизу черная дыра. Офигенно. Да, аж некоторые локации здесь довольно-таки жутковатые. А это Южная обсерватория. Вот мне, я думаю, сначала как в обсерваторию, а потом уже, ну-ка, что внутри этого находится. Я здесь. Я столько лет наблюдал, как квантовая луна движется по небу, а сегодня наконец-то ступлю на ее поверхность. Как и ожидалось, мой шаттл приземлился на южном полюсе Луны. Дальше я пойду пешком. А, но неизвестной нам причине квантовая луна всегда встречает гостей на южном полюсе. С детства я считал такие загадки зловещими. Сейчас я понимаю, что в них нет ничего плохого. Это просто законы, по которым же живет Вселенная. Я готова. Вот журнал обновлен. И здесь у нас тоже есть 3 места, куда я что я могу сделать. Могу просто вперед. Могу вернуться. М. М. Интересно, я смогу ли на этом шаттле попасть на квантовую луну? Я, кстати, никогда не пробовал. Зачем вот это мне вещь непонятно? Ну, то есть... мне, возможно, нужно, чтобы квантовая луна здесь находилась. Несколько вот таких петель и... Нет, не хочет луна здесь появляться. Квантовая... Ну, технически квантовая луна сейчас находится около... Около меня, да. Только вот... В каком-то странном месте она находится. Не знаю, будет ли она... Типа... Напротив меня. Кстати, в принципе, она может быть напротив меня, если подождать какое-то время. Боюсь, что солнце к тому времени уже... Да нет, или... Планета тоже двигается, блин. Не знаю, возможно, в какой-то момент времени, если вот так она постоянно будет вращаться. Возможно, в какой-то момент времени мы встретимся, но на это нужно куча времени. Возможно, конкретно на этом корабле могу попасть, но кто знает, как говорится.
Что-то как-то не особо они хотят встречаться, так сказать, глазами. Ладно, фиг с ним, короче. Своими силами в любом случае туда можно попасть. Не, возможно, я говорю, можно. Действительно на этом корабле попасть, только вот... Это очень, наверное, долго будет. Да и корабль бы мой как-то тоже присобачить сюда поближе. Потому что мне починиться нужно. Возможно, в обсерватории уже не успею, мне нужно сначала начинать. Ну-ка. То есть, в принципе, в корабле есть как бы... Вот это я могу и починиться, и... Так, ну, путь в обсерваторию. Не знаю, жив ли он еще. Потому что уже половина планеты убита, так что... Вперед-назад, окей. Нам сейчас вперед. У обсерватории, да, под ногами черная дыра, и вот так вот куски в черную дыру и уходят. Собственно говоря, выходит через белую дыру. Есть, да, такая теория, что черные дыры ведут к белым дырам. Правда, белые дыры еще никто не видел. Но теория есть, как говорится. Так почему бы нет, да? Ну, в любом случае, мы сможем в любой момент сюда вернуться, как умрем. Ну, в следующем трае, так сказать. На какие-то города, вон, вижу тоже. И все. Ничего не успел. Да. Собственно говоря, вот белая дыра. И куски городов. О, корабль. Повезло, повезло. Что ж, давайте тогда двигаться к кораблю. Корабль тоже засосало, лол. Повезло. Да, собственно говоря, он немного побитый, поэтому нужно починить его. Где-то еще побитый. Ты же вроде еще где-то побитый был. Ну-ка, давай-ка я сейчас вернусь. И смотрю, где-то еще побитый. А, все, да? Есть что-нибудь интересное здесь? Да, какие-то мосты тут. Видно, правда, плохо. О, это что такое? Давай к этому слетаем.
Раз уж здесь в любом случае. Видать, что-то интересное. То есть, допустим, я могу походить здесь. И могу, допустим, войти туда. Могу пройти дальше. И могу зайти еще с этой стороны. Блин, надо было... в корабле топливо забрать и починиться. Хотя... Жалко, я не могу каждый раз время узнавать. Ну-ка, давай-ка я попробую сейчас. Да, точное время жалко не могу узнавать. То есть так примерно могу, например. Ну, в общем, это два входа одного целого, так сказать. Ага. Что-нибудь есть? Здесь что-нибудь есть. Ага, так. Ага. Добро пожаловать на станцию Белая дыра. Если вы случайно упали в черную дыру, что случается чаще, чем ожидалось, эта гипербашня вернет вас на пустотную сферу. Каждая из гипербашен связана с тем или иным небесным телом. Переместиться можно только в том промежуток времени, когда башня указывает на соответствующее небесное тело. В данном случае на пустотную сферу. Можете поднять голову вверх и понаблюдать за небом. Вы переместитесь, когда нужное небесное тело окажется прямо у вас под головой. Чтобы совершать гиперпрыжок, в это время вы должны стоять на платформе. Собственно говоря, платформа. Вверх ничего не показывает, значит, нужно как-то повернуть. Час угля и час пепла. Собственно говоря, я могу... Вы выбрали камень, час угля. Так, стоп. Я могу поворачивать вправо-влево. Да, солнце уже красное, ну-ка. Не знаю, пускай двигается, короче. В один момент он просто начнет работать. Да блин. Да. Как только он достигнет, мы сразу же туда переместимся. Время отправления. Статус обратного гиперпрыжка доступен. Чтобы вернуться, встаньте на платформу гиперпрыжка. Шаттл, запас топлива. Ненавижу возвращаться к кораблю пешком, когда можно долететь на реактивном ранце, поэтому оставляю это тут.
судя по данным о целостности поверхности, которые выдал маленький разведчик, да, я тоже использую его, использую роговик. Это часть пустотной сферы. Обрушится еще несколько. Еще не скоро, впрочем, как знать. Если топливный баллон еще на месте, значит, можете забраться. Если нет, у вас явно проблемы посерьезней. И, собственно говоря, взрыв. И почему-то время не останавливается. Да. И уже 2 часа снимаю. Что-то как-то профугал тот момент, когда было полтора часа. Говорю, игра прям очень интересная, очень затягивает. Такое ощущение, как будто у тебя просто времени не хватает. А на самом деле, в реальности у тебя тут уже времени столько проходит. Тогда первым делом сейчас полетим все-таки в обсерваторию, долетим. Но сначала я, наверное, сейчас чуть передохну, перерыв небольшой, в общем. Так, я вернулся. 1 FPS, офигеть. В смысле 1 FPS? Все, вернулся. 1 FPS счетчика самого, не игры. Так. Что ж, теперь точно в этот раз в обсерваторию пойдем. Где оно нам? Только смотри, в камелек не врежься. Угу. Опа, это что такое? Ну-ка. О. Все ли живы? Никто не получил травм, когда капсула приземлилась. Нам чрезвычайно повезло. Это уже хорошая новость. Что-нибудь слышно от спасительной капсулы 2 и спасительной капсулы 3? Кстати, это первая спасительная капсула, довольно удачно. Зажал. Нет, я не могу установить связь. Однако радар засек сигнал бедствия из этих двух капсул. Это значит, что они по меньшей мере целы. Я попытаюсь связаться с ними. Спасибо, если мы сможем. Тересса. Тересса, Луна опять приближается. Всем приготовиться. Вулканическая Луна вернулась. Опять же таки, никаких вулканических лун не бывает. Это спутник, а не Луна. Луна это не спутник. Луна это название спутника. Почему так сложно понять, я это не понимаю. Остерегайтесь падающих камней и пепла. Полагаю, Луна прошла. Кажется, эта планета не рада гостям. На ее поверхность нам точно нечего делать. Нужно скорее найти укрытие. Вулканическая Луна может вернуться в любой момент. Под землей есть несколько подходящих пещер, однако сначала необходимо как-то спуститься с этой скалы. Возможно, стоит построить платформу. Неопознанный сигнал. Спасательная капсула 1.
Что ж. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь есть. Так. Спасательная капсула 1. Звездолет. Смертельно ранен. Задействован аварийный режим. Ожидается отправление со звездолетом. Запуск спасательной капсулы 3. Запуск спасательной капсулы 2. Запуск спасательной капсулы 1. Аварийная посадка. Подготовка к столкновению. Сканирование окружающей среды. Сканирование завершено. Зафиксирована незначительная структурная неустойчивость. Структурная неустойчивость. Зафиксировано скопление природного для дыхания воздуха. Зафиксирован приемлемый уровень солнечной энергии. Вердикт. Условия благоприятны. Аварийный люк. Осторожно, внизу дремлет черная дыра. В нее лучше не падать. Да. Обратно уже не вернуться. Остается только идти вперед. Примечание. Постарайтесь не уходить слишком далеко. Этот участок нестабилен, однако находится здесь сравнительно безопасно. Временное поселение готово, но остерегайтесь падающих камней и пыли, которые поднимают метеориты. Собственно говоря, да. Так, ну-ка. А туда что у нас? Давайте все потихоньку обследовать. Это проход куда-то. Где стоит построить убежище, надежность которого не вызвала бы тревоги. Нам стоит держаться рядом со спасительной капсулой, чтобы Асмунда могла принимать сигнал. Нам не стоит... Нас не смогут спасти, если мы не ответим. Тресса, я сомневаюсь, что кто-то придет нам на помощь. Лучше надеяться только на самих себя. Я согласен. Мы здесь, потому что нас призвало Око. Чтобы найти его, надо с честью выйти из всех испытаний. Хорошее предложение, маг. Если Северный Ледник более безопасен, нам действительно не стоит оставаться здесь. Нам следует переместиться к Северному Леднику. Я предлагаю использовать гравикристаллы, чтобы проложить стабильный путь. Мы можем снова построить убежище под поверхностью планеты, чтобы укрыться от вулканической луны. Ну и, собственно говоря, туда мы пойдем уже в следующий раз. О. Это очень ценный архив знаний. В нем собрана вся информация о сигнале, который мы засекли на борту звездолета. Сигнал был старше самой Вселенной. Эта деталь важнее всех прочих. Ни один из кланов на Майе еще не сталкивался с такими сигналами. Как что-то может находиться во Вселенной, но быть древнее нее? Подумать только, какие редкие знания можно получить нам. Необходимо найти это око Вселенной. Сигнал напоминает глаз, овальный с кружком посередине. Возможно, сигнал сам что-то искал. Ну, собственно говоря, да. Это око.
Ага. Здесь показывается сигнал. Захват. Капсулы отсоединились. Да. В принципе, туда можно спуститься. Ну, давайте, наверное, побродим где-нибудь здесь. Да, бродить, конечно, здесь придется ого-го, и сколько, наверное, даже по несколько раз. Прям уже видно, что здесь слишком все много всего. Так. За один раз, естественно, не успеем все обследовать. Что самое тяжелое в нашей трагедии? Не знать наверняка, кого именно мы потеряли, или когда мы узнаем, будет еще тяжелее. Надеюсь, ты живая, тетя Амелла. А еще главное здесь не запутаться в следующий раз, чтобы... Так, здесь ничего нет. Ага, разведчик. Собственно говоря. Я не могу понять, почему звездолет упал здесь. Может, звездолету было нехорошо? Нет, мы с Анной проверили его перед гиперпрыжком. И гиперядро и система навигации были в порядке. Мы следовали за странным сигналом от ока Вселенной, но мы прибыли не туда, куда нам следовало прибыть. Может, проблема не в звездолете, а в нашем пункте назначения? Я опасаюсь за наших друзей в спасательной капсуле 3. Собственно говоря, да. Корабль получил сигнал от ока. Но что-то его захватило. И, в принципе, по колючкам уже можно догадаться примерно, что, да? И были посланы капсулы. 3 капсулы. Одна не успела. Другая, собственно говоря, приземлилась на эту планету. И еще одна на час угля и пепла. Куда дальше-то? Как я и сказал, здесь бы лишь бы не потеряться. Где мы уже? Тем более здесь еще куски отходят. Где мы уже были? Мы оттуда где-то пришли, да? Больно осознавать, что тебя нет рядом. Я соглашусь отдать что угодно, лишь бы унять эту боль. Что угодно, кроме воспоминаний о тебе. Без них было бы куда больнее. Надеюсь, ты в порядке, Жируш. Надеюсь, у тебя все хорошо. Вот это уже плохо. Так. Или я там был. Ага. Моего брата не было с нами в спасательной капсуле 1. Может, он был в капсуле 2 или капсуле 3. Может, он не смог эвакуироваться. Прибыв сюда, мы потеряли слишком много. Я не хочу и не допущу, чтобы величайшая потеря нашего клана оказалась напрасной. Так. Так.
Здесь я был, да? Ага. Вот здесь я не был. Хотя, ну и не был, да? А, фух. Ну-ка. Что тут есть, чего тут нет? Ага. Мы по-прежнему слышим сигналы от других спасательных капсул, и это дает надежду. Там ли ты, Лист? Я не знаю, как дальше жить без тебя. Я не знаю, как оставаться с собой без тебя. Так. Так. Вроде все, что ли? Эм, Здесь больше точно ничего нет. Вроде все обследовали, да? Ну ладно, в следующий раз я в любом случае еще раз это все приду поизучать. Проверили, действительно ли все. Ага, смотрите, там что-то... Не, есть, окей. Все, как говорится, да не все. Ага, что ж. Теперь нам нужно найти... ту фигню, которая отправит нас обратно. Где она? 50 топлива осталось. Я ее не вижу. А. Это она? Ну-ка. Ага. Да, нашел. Давай, все, останавливайся и... Быстрее, быстрее, у меня мало топлива осталось. Ну давай. Так, где у нас там? Ага. Я готов. Да-да-да, вот он у меня есть топливный бак, окей. Шикарно. Так. Куда там я могу его вставить-то? Во-первых, сюда. Сейчас угля посмотрю хоть. Ага. Как интересно. Так, а во-вторых... Лака, мы с Рами изучили твои записи, и из них следует, что на Май прибыли
к гиперприемнику на пустотную сферу незадолго до отправления со станции Белая дыра. Я понимаю, что это странно. Мы с Шалфей несколько раз проверили оборудование, но такой результат получается при каждом гиперпрыжке. Вот, это уже довольно забавный факт. Интервал очень мал, примерно 1/1000, 100-тысячная доля секунды. Могут ли наши инструменты точно засекать такие короткие интервалы? Как я уже рассказывал ранее, это больше похоже на погрешность. Как Намай может прибыть на пустотную сферу раньше, чем зашел или зашла в телепорт. Это абсурд. Лака, поскольку тревогу Таволга уверена, что данные ошибочны, мы с ней попробуем воссоздать этот феномен в высокоэнергетической лаборатории. Нам нужно провести эксперименты, собрать информацию. Новые данные Лака, мы в высокоэнергетической лаборатории, что в каньоне на экваторе часе угля. Приходи немедленно, ты должна это увидеть. Согласна, если показания верны, значит, я случайно разрушила многие фундаментальные теории. В этом случае нам придется пересмотреть все, что мы знаем о времени. Воистину так. В общем, да, в чем прикол? В черную дыру заходишь и выходишь через белую дыру, но немного раньше, чем зашел. Такой вот прикол. Плюс. Послание друзьям на пустотной сфере. Я только что совершила гиперпрыжок со станции Белая дыра. С другой стороны черной дыры, расположенной в пустотной сфере. Наш план сработал, мы воссоздали технологию гиперпрыжка. Это чудесные новости. Мне не терпится увидеть гипербашню. Я уже хочу... хотя я уже давно не перемещалась с помощью черных дыр. Не знаю, такова ли была задумка Анноны, однако я рада, что все работает. Я знал, что мы справимся. Кассава, надеюсь, ты это читаешь. Погоди, здесь ошибка. Шалфей, ты видела эти данные? Между ними нарушена причинно-следственная связь. Должно быть какие-то неполадки в оборудовании. Я возвращаюсь на станцию Белая дыра. Отправляйся туда вместе с Ростком. Мы проведем диагностику и постараемся выяснить проблему. Лака. И не рассказывай Кассаве. Собственно говоря, да, черная дыра, белая дыра, телепорт. А это на мае. Так. Можно прилетать тут сверху, чтобы увидеть, мало ли что здесь есть. О! Висячий город внизу. Да, это наверх сюда идет. Что ж. Технически я могу вернуться сюда. И обратно. Это довольно забавно. Вон еще что-то есть. Давайте до туда дойдем. Ну или долетим, как правильно это сказать. Кто-нибудь обращал внимание на фантомную луну, что иногда появляется в нашем небе? Мне интересны ваши мысли. Ты воистину наблюдательна. Почему она исчезает, на твой взгляд? В том-то и дело, что она наблюдает не на взгляд. Ну, когда на нее не глядишь. Предположение. Причин может быть сдвиг в световом диапазоне. Возможно, Луна стесняется показывать нам свое лицо. Она очень интересная Луна. Очень интересная Луна. Похожа ли она на нашу старую знакомую пустотную лампу?
Эта луна не вулканической породы, судя по виду. Иногда она покидает свою подругу пустотную лампу раз на несколько ночей. Похоже, эта луна появляется и исчезает без какой-либо закономерности. Она путешествует, как ей нравится. Представьте, что будет, если мы получим 2 вулканические луны. Полагаю, от нас ничего не останется. Предположение, там может присутствовать лава. Хотя без... Хотя бы исходить... Хотелось бы исходить из обратного. Ну как? Когда от нее отворачиваешься, она исчезает. Есть ли здесь что-нибудь еще интересное? Ну для этого, наверное, уже этот нужен. Наш обычный не справится, наверное, скафандр. Чтобы здесь что-то увидеть, нужен этот, да, наверное. Ай. Возможно, здесь где-то есть пароход небольшой. Но для этого прям повыше нужно забраться. Отсюда я не вижу нифига, да? Где там баллон топлива? Да, еще разок попробуем вверх подняться. Не вижу никаких проходов. Что, еще раз медитировать? Тогда до следующей ночи, потому что... Не помню, может, был какой-то проход, может, не был. Это не проход? Да нет, вроде. Ну ладно. Здесь проходов никаких не видно. Шашлан, давайте, наверное, медитировать до следующей петли. И сейчас еще раз туда спустимся, быстренько обследуем город. Посмотрим, не пропустил ли я чего-ничего. А уже потом там же прям пойдем по этому, по гравикристаллам. Посмотрим, куда это нас заведет. Я, по-моему, там просто кое-что пропустил. Не допрыгнул, так сказать, туда. О, квантовая лома. Я же могу, наверное, вот так сделать. Нет? Нет, смотри, есть. Могу. Чё за дела? Чё ты повредил, надо будет починить.
Хотя, есть ли смысл что-то это чинить или нет, не вижу. А, да, я чуть не задохнул. Эй, я же успел. Я забыл надеть скафандр и задохнулся. Да. Довольно сильно тупанул, что могу сказать. Хотя я вроде успел. Запрыгнуть обратно и подышать, я не знаю. Ну ладно, сдох так сдох, что еще раз. Слетаем, не проблема. Так, куда нам? Туда, куда-то. Эй-эй-эй-эй-эй, не-не-не-не-не, блин. Ну-ка. А, по крайней мере, не упал в черную дыру. Ну ладно. Башня квантовой истины. А тут у нас что вообще? О! У тебя получилось стартовать, это прекрасно, молодец. Судя по всему, я тут уже довольно давно. Что ж, это пустотная сфера, хотя ты, наверное, в курсе. Тут куча древностей. Очень интересно, что ты тут делаешь? Я хочу посмотреть на висячий город. Всегда хотелось увидеть его своими глазами с самого раннего детства. Подумай только, разумные существа жили в этой солнечной системе еще до того, как зародился наш вид. Как можно не интересоваться их цивилизацией? И, кстати, довольно забавно, что они вот говорили, что запустят вот этот зонд. Мы просыпаемся, он запускается технически, да, но их нигде нет. Вот говорят, что это была древняя цивилизация, которая уже давно умерла. Хотя все их оборудование все еще работает, продолжает что-то делать. Подумать только, разумные существа жили в этой солнечной системе еще. Ага. Как можно не интересоваться их цивилизацией? Правда, тебе, наверное, рассказали, я боюсь космоса. Честное слово, до сих пор не понимаю, как меня сюда занесло. Хочешь узнать, как мне удалось сюда добраться? Это все гравикристалл. Меня угораздило споткнуться об него и упасть. Повезло еще приземлиться здесь, где более-менее безопасно. Если верить маленькому разведчику, могло и затянуть туда, вниз. Судя по данным маленького разведчика, здесь поверхность прочнее и стабильнее всего. Так что я просто подождусь тут некоторое время, пока не почувствую, что могу двигаться дальше. Но что мы все обо мне? Ты же тут не для того, чтобы слушать мои жалобы. Это было... Да. Мне удалось кое-что узнать. Куда можно тут пойти? Да куда угодно.
Да, проще спросить, что тут нельзя исследовать. Ты же ту же черную дыру. Конечно, нельзя. Прямо совсем. А жаль. Как-никак, совсем все самое интересное тут под землей. В том числе висячий город. Он к северу отсюда. Его даже немного видно. Кроме него, есть большой купол на Южном полюсе. Это Южная обсерватория. С поверхности в нее не попасть, поверь мне, я знаю. Кстати, это получается его. Корабль-то около обсерватории был. Но если она похожа на другие постройки местных на Майе, то туда наверняка ведет какой-то подземный ход. Удачных исследований. Если знаешь что-то новое на Майе, расскажи, пожалуйста. Какую задачу ты выполняешь? Я же археолог. Можно даже сказать археолог с большой буквы, потому что других на Копельнике нет. На пустотной сфере очень много можно узнать о Намае. Поэтому я здесь. Эта планета настоящая сокровищница культуры, науки и истории. Если хочешь узнать о Намае с пустотной сферы, то ты по адресу. Ну, то есть, кое-что я о них знаю, скажем так. Вот, может тебе о чем-нибудь рассказать? Какую задачу ты выполняешь? Или я только что это сказал? Я археолог, можно даже сказать археолог. Мне удалось кое-что узнать. Классы, что же? Теперь обнаружил спасательная капсула на Майе. Получилось увидеть старое поселение. Ну, короче, я, наверное... Ну ладно, если все-таки узнаешь, что на Майе, обязательно расскажи, но если тебе не сложно. Я, наверное, все-таки сначала до конца все это здесь исследую, а уже потом вернусь и с ним поговорю, что мне удалось узнать. Борзунал обновлен, да. Активный ранец. Может, здесь есть какая-то запись, нет? Ну ладно. Ну что ж, пошлите тогда наверх. Посмотрим, куда это меня может завести. Висячий город. Ух, да, это было крайне неприятно. Зато здесь надо сфокусироваться на этом, а не на том, как я буду возвращаться по этой тропе. Тут очень круто. Кажется, висячий город должен быть к северу отсюда. Ам, на... А на востоке гравитационная пушка. Ее я больше всего хочу увидеть. Кроме того, приборы засекают, что где-то внизу есть кислород. Это радует, потому что мои запасы существенно уменьшались от криков при падении. Надо спуститься и восполнить их. Вот только тошнота прекратится. Собственно говоря, да, я сейчас здесь. И у нас есть, получается, путь в висячий город, это туда. Путь в башню Истину. И путь к, собственно говоря, ну, вот этой фигне. Запуск вот это. И оттуда можно попасть в обсерваторию. Так что давайте ходить туда-сюда и исследовать. Гравикристальная мастерская. Ага, это выше гравикристальная мастерская, понял. Гравитационная пушка. Да, это путь к гравитационной пушке. А это гравикристальная мастерская. Ой, я что-то сломал. Лол. Давай поднимемся сначала, попробуем.
Так, ага, кислород на кристаллы. Здесь забито. Единственный выход где-то здесь, да? Ага. Да. Здесь у нас... Так немножко выходит. Что еще тут есть? Ну да, вот в это, наверное, сначала. Опять же таки кости на мае. Да блин, прыгнет нормально уже. Ага, здесь ничего нет, да, я как понимаю. Если обойти, тоже ничего нет. Что ж, тогда сюда теперь. Тоже чей-то здесь костер был. Прожечь костер. Путешествие сюда с Южного полюса было, так скажем, пугающим из-за всех этих метеоритов. И все же мне удалось добраться сюда с целыми костями и работающим кораблем. Ситуация такова. Мой лагерь сейчас внутри разрушенного здания, построенного, поросшего деревьями. Рядом с ним есть древняя тропа на мае. Она выглядит не страшно, просто ведущая вниз ступеньки. Ступенькам меня не напугать, надо собрать припасы и пойти по этой тропе. Угу. Короче, где-то в таких камнях около дерева, что ли, есть камень интересный. Такая небольшая секреточка, так вот. Я абсолютно не помню где. Он не особо-то прям, чтобы и показывается, как бы сказать, выделяется этот камень. Так что, если не знать точное местоположение, навряд ли его можно найти просто так. Не уверен, где он может быть. Так, что ж, ну все, так, наверное, спускаемся. Здесь вроде больше ничего интересного нет. Топлива осталось немного, так что... Где там? Шикарно. Я, наверное, хочу сбегать все-таки еще раз туда. К этому запуску корабля. Или как он там. В общем, пушка вот эта гравитационная. Оттуда еще постараться что-то исследовать. Ну, туда нам еще рано пока. В этот город.
то есть вот этот путь. Ладно, тогда в следующий раз. Что ж, давайте тогда попробуем. В этот сходить как? Сюда. Вот, сюда давай попробуем сходить. Удачно сходили. Угу. Да. Меня что-то прибило. Лол. Это что? О! Ну ладно, не вижу смысла туда телепортироваться. Давайте начнем заново, короче. Да. Не очень удачно сходили, так сказать. В этот раз попробую не упасть в черную дыру. Собственно говоря. Да. Так, где тут мне? Чуть правее нужно. В этот раз постараюсь не упасть в черную дыру. Ага, шикарно. Так. Что у нас есть? Охот, там я вроде все исследовал. Здесь вроде тоже исследовал. Единственное, что вот сверху там, да, я не исследовал. Там вроде тоже исследовал. А вот туда, да, наверх, я так и не добрался. Вот. Что у нас здесь? Гравикристаллы. И все, да, здесь больше ничего нет. А так вроде все исследовал, да, тут? Ну-ка, сейчас вот сюда сходим. Здесь вроде ничего нету, да? Ну ладно. Тогда нам наверх.
Да, тут еще такая вот проблема, что меня как попрыгунчик отталкивает от всяких стен, если я на скорости. И это меня прям очень жестко сбивает с курса. Так, ну что ж, тогда туда. Раз все остальное я здесь исследовал. И всего лишь раз, два, три, четыре, пять, ну 6 максимум, да, там. За этим не вижу точно. Так, а это у нас куда ведет? Так, я вроде это все читал, да? Ну, куда-то доведет, как говорится. Ого, да, уж довольно страшновато. Типа, а не упаду ли я здесь? Ну, вроде они прям конкретно побольше и большая область действует, так что, возможно, мне здесь нечего переживать. Да уж, ну выглядит, конечно, завораживающе и страшновато так. Так, чуть-чуть. Это, как понимаю, висячий город. Только, как я и говорил, нам пока сюда и не нужно. И куда дальше? Ага, вот сюда. Все боюсь, что гравитационное поле закончится, и я упаду. Так, ну нам сейчас сюда. Я все еще пытаюсь попасть в обсерваторию. Не. Собственно говоря, мне бы как-то сейчас туда попасть. Сейчас времени, конечно, займет. Будет здоров. Ага. Здесь я пока не исследовать ничего еще не буду. А чё я не прыгаю? О. Да, это Северный полюс. А мне технически на Южный полюс нужен. Так. Район школы. Район талой воды. Район святилища. И район кузницы. Докуда я смогу здесь дойти? Вопрос в том, куда нам надо. Да, нам сюда и надо. Что ж. 3 минуты до истощения кислорода. Шикарно. Давайте тогда поторопимся. Где он там у нас? Угу. Все пополнили, так что теперь можно спокойно, смело отправляться сюда.
Так, здесь ничего нету. И я могу обратно повернуть. Это все окей. Не знаю, зачем мне здесь в обратную сторону делать. Вот типа сюда и вот. Одного хватил бы переключатель. Здесь в ту сторону, там в эту. Ага, перекресток. Добро пожаловать. Перед вами башня квантовой истины. Если это ваше первое паломничество на квантовую луну, поднимитесь по ступеням и получите необходимые знания. Угу. Вот журнал обновлен. Только вот... Ага. Путь-то сломан. И как мне его просто туда попасть? Никак. Что еще здесь можно обследовать? Хотя у нас там показывалось что-то это. В башне, так... Как это сказать? Показывал, в общем. Место в этой башне. Ага, если туда у нас что? Это куда у нас ведет? Возможно, как-то можно попасть. Но что у нас здесь? Вход в башню квантовой истины. Южная обсерватория. Собственно говоря, я могу кинуть туда капсулу. Зачем-то. Могу подняться чуть выше. Зачем-то. Наружу неопознанный сигнал. Камень в башне. Обнаружена частота квантовой флуктуации. Мы с Маком и Асмундой установили, что квантовое поведение объекта в этой роще обусловлено влиянием необычного каменного осколка. Таким же квантовым образом ведет себя только странствующая Луна. Полагаю, у этого одна и та же причина. В своей записке Асмунда отмечает, что камни такой породы не встречаются на пустотной сфере. Что если он не с этой планеты? Предположение. Квантовый осколок прилетел со странствующей квантовой луны. Возможно, он был частью ее. Примечание, что от этого осколка исходит нетипичный сигнал. Такой же сигнал издает наша дорогая странствующая луна. Похожий сигнал исходит с пучины гиганта, камелька и песочных часов. Вероятно, существуют и другие осколки. Собственно говоря, да, поэтому квантовая луна к этим и притягивается. Так, что у нас тут еще существует? И камень тоже телепортируется. Деревья двигаются. Деревья в этой роще перемещаются целиком, с корнями. Это
ненормально даже для такой странной планеты. И главное, я ни разу не видел их движения, не понимая, что происходит. Если кто-то наблюдал подобные случаи, прошу зафиксируйте здесь свои наблюдения. Что-то неладно или с деревьями, или у меня с головой. Маг прав, деревья действительно двигаются, признаюсь, я этого не замечал, пока не прочитал его заметки. Страшнее всего, что дело не ограничивается деревьями, другие материальные объекты, например, необычный каменный осколок, тоже каким-то образом перемещается. Этот осколок настораживает сам по себе Треста. По цвету и текстуре он не соответствует породам на этой планете. Предположение, осколок важен. Следует его изучить. Возможно, все остальные объекты двигаются именно из-за него. Что еще тут есть? У ваших ног лежит башня квантовой истины. Если это ваше первое паломничество на квантовую луну, спускайтесь ко входу. Знания, хранящиеся внутри, помогут вам в путешествии. И, собственно говоря, да, деревья здесь тоже двигаются. Как и этот квантовый осколок. И здесь все двигается. Что ж, вернемся обратно. Куда здесь я пришел? Я что-то подумал, что там еще куда-то выше можно. Еще куда-то туда можно попасть, да. И куда-то еще сюда. Ну, туда это, я как понимаю, в обсерваторию. Да нам вот что интересно. Что мне делать с этой фигней? Как же мне туда попасть? Не, естественно, я знаю, как. Но когда я первый раз это играл, я вообще представления не имел. Типа там какие-то запретные знания, так сказать. Так как же мне туда попасть? Все на самом деле достаточно сложно. Просто будем ждать, в общем. Просто ждать. Пока мы сделаем так же. Придется ждать очень долго. А это уже почти время близкое к концу, так сказать. Мы провалимся на этом осколке. Но это пока единственный способ, чтобы попасть туда. По крайней мере, как я знаю. Ну, в принципе, солнце уже красное. Так что, думаю, уже скоро нас тоже поглотит черная дыра. Да, потому что мы окажемся вне гравитации и спокойно сможем до туда долететь. Не знаю, почему меня отлепило. Я вроде ничего, не прыгал, ничего. Ну все, понимаю, да, почему меня отлепило. Осколок какой-то пролетел и задел меня. Что ж, ждем. Я просто надеюсь, что я не улечу с этого осколка. А вместе с ним телепортируюсь.
Вот. Такой же осколок пролетел и сбил меня, ясно. Не знаю, почему так происходит. Вроде что-то баг какой-то. Вроде, когда я первый раз искал, такой фигни не было. Что ж, ну-ка, секунду. Я пока этот звук отключу, пока жду. О, а вот и наше время наступило. Что ж, давайте двигаться в черную дыру. Только, где я, что я? А ну стоять. Меня-то подожди, вы куда? Собственно говоря, да, времени у меня немного. Куда-ка я? Так. Что у нас тут есть? Должна же здесь где-то это быть. Чтобы сюда-то вставить. Не вижу, возможно, на следующем этаже. Так, ну это не то. Давай возьмем, почему бы нет. Запас топлива чуть-чуть осталось. Кстати, здесь показывается, где находится эта квантовая луна. Если вы собираетесь совершить паломничество на квантовую луну, значит вам уже известно все необходимое. Перед полетом вспомните историю нашего клана. Мы совершаем это путешествие не только в поисках себя, но и в память о соклановцах, которые давным-давно поселились в этой звездной системе после крушения, о тех, кто жил на пустой сфере и на часе угля, не имея возможности ни улететь, ни связаться с другими. Это на Май смотрели в небо с двух разных планет и видели одну и ту же странствующую луну. Именно эта луна, квантовая луна, поддерживала в них тягу к знаниям и даже в самые мрачные дни. Когда две группы наконец объединились, они решили во что бы то ни стало стать на квантовую луну, слетать. Это случилось не сразу, и многие на Мае, желавшие побыть на квантовой луне, умерли прежде чем их мечта осуществилась. Вспомните эти любознательных на Мае, когда достигнете квантовой луны, и пусть они послужат вам примером. Приветствую тебя, Соланом. Судя по всему, ты побывала на пучине гиганта и готова отправиться на квантовую луну. Во время паломничества квантовая луна ведет тебя за собой, как вела меня и многих наших соклановцев к своему самому таинственному местоположению.
святилище, построенное нашим кланом на Квантовой Луне, поможет на пути тебе на пути. Не забудь главное правило. Шестое положение доступно только когда святилище стоит на Северном полюсе. Да, не оставит тебя любопытство. Конечно, хорошо, но меня интересует... Нет ли здесь таблички-то никакой? Да, нужно на пучине гиганте там гиганта поисследовать. Вот это. Здесь ничего нету. Типа... Места-то есть, а сама какая-нибудь дощечка. Ее, типа, хотите сказать, нет, что ли? Или я слепой? Ну, я не вижу. По крайней мере. Что ж. На этом, думаю, тогда можно на сегодня заканчивать уже, да, потому что уже 3 часа. Что-то посмотрел как-то немного. Как я сказал, время очень быстро летит за этой игрой. Сейчас, наверное, что-нибудь случится, нет. В общем, тогда в следующем стриме полетим исследовать полностью пучину гиганта, да, топливо на исходе. Потому что я что-то здесь не вижу никакой этой. Ну вот и время уже кончается. Собственно говоря, да, вот шестое положение. Получается терновник, вот это пучина гиганта, пустотная сфера, камелек, час угля, час пепла. И шестое положение ока. А ока, она нормально встать не может почему-то нога. Ну ладно. Я, наверное, просто медитировать до следующего, все. Чё ждать-то? Что ж. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки. Подписывайтесь, комментируйте. Переходите на Трова смотреть стримы. Ходите на YouTube смотреть записи. Комментировать. Что ж. Всем пока.